Запад разрешил бить вглубь России. Крупный пожар на Урале. Масштабные аварийные отключения в Сибири. Всем привет, это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайк, подписывайтесь. Президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойным оружием по российской территории. Об этом написало сразу несколько крупных американских СМИ. Первыми были газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон-Пост». Они и другие СМИ ссылались на анонимных собеседников администрации Байдена. По их данным, решение, которое долго откладывалось, было принято в ответ на отправку северокорейских военных в Курскую область. Как пишет «Вашингтон-Пост», этот шаг отчасти нацелен на то, чтобы удержать власти КНДР от новых отправок солдат. Агентство Reuters отмечает, что ВСУ могут произвести первую атаку в ближайшие дни. Белый дом не комментирует информацию. Несколько крупных СМИ написали, что разрешение касается только территории Курской области. В сети появляются карты, на которых отмечены зоны досягаемости разных типов дальнобойного оружия. В случае с США речь идет о ракетах «Атакамс», которые достигают цели на расстоянии 300 километров и обладают высокой точностью. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это решение, сказал: «Удары наносят не словами, ракеты сами за себя скажут». Издание «Ля Фигаро» сообщило также, что Великобритания и Франция разрешили Украине также использовать ракеты «Скальп» и «Storm Shadow» для ударов по территории России. Правда, утром 18 ноября издание отредактировало публикацию, убрав из нее эти данные. Новости прокомментировал глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. Он сообщил, что Париж не менял свою позицию и только изучает возможность одобрения ударов дальнобойным оружием по России. Газета «Таймс» пишет, что Лондон мог отказаться от поставок Украине ракет Storm Shadow. Якобы это могло произойти из-за нехватки у Великобритании собственных запасов такого оружия. Власти страны отказались комментировать эту информацию и отметили, что будут поддерживать Киев, цитата, «столько, сколько потребуется». Что касается одобрения ударов по российской территории, многие сегодня вспоминают слова Путина о том, что такие атаки будут означать прямое участие НАТО в войне, так как, по его словам, эти ракеты будут наводиться по российским регионам с помощью спутников стран НАТО. За российские власти новости прокомментировал глава оборонного комитета Госдумы Картополов. Он сказал, что, цитата, «вырабатывается комплекс ответных мер, и ПВО всех защитит». Военные эксперты, в свою очередь, пишут о том, что сложно сказать, изменит ли решение Байдена ход войны. Все зависит от того, сколько дальнобойных ракет будет у Киева. Почти 60 украинских дронов прилетели сегодня ночью на территорию России. Это данные Минобороны. Несколько беспилотников почти долетели до Москвы. Это кадры из Раменского Московской области. О падении дрона там сообщил мэр Москвы Собянин. Еще один беспилотник, по его словам, рухнул в Павлово-Посадском городском округе. Пострадавших и разрушений нет, утверждает чиновник. Минобороны отчиталась о сбитых дронах также над Брянской, Курской, Белгородской и Тульской областями. Российские военные также продолжают атаковать Украину и снова бьют по жилой застройке. Накануне поздно вечером сильно пострадал город Сумы. Российские военные ударили баллистической ракетой по жилой девятиэтажке. Погибли 11 человек, в том числе 2 ребенка. Десятки получили ранения. Кроме того, в Киеве сегодня начались отключения света после российских ударов по энергоинфраструктуре. На оккупированной Россией территории Украины беспилотник ВСУ ударил по Горловке. Там получила повреждение маршрутка. Ранены 10 человек, сообщили пророссийские чиновники. Жители Курской области требуют уволить чиновницу, которая ранее отказалась уходить в отставку. Это глава частично занятого ВСУ Кореневского района Марина Дегтярева. Под петицией об ее уходе подписались несколько тысяч человек. Дегтярева не уходит, несмотря на то, что губернатор области на встрече с жителями рекомендовал ей уволиться. Напомню, чиновников в регионе увольняют после протестов местных жителей, которые не могут получить жилищные сертификаты после эвакуации из своих сел. Россияне провели антивоенные марши в нескольких городах мира. Главный митинг прошел в немецком Берлине. Россия – это мы! И Россия будет свободна! Россия!
Марш российской оппозиции в изгнании там организовали Илья Яшин, Юлия Навальная и Владимир Карамурза. На акцию вышло несколько тысяч человек. Они потребовали остановить войну, судить Путина и помочь Украине в борьбе с российской армией. Шествия также прошли в Вильнюсе, Праге, Лиссабоне и других городах мира. В Лондоне на акции выступил Михаил Ходорковский. Под влиянием пропаганды очень многие люди, очень многие наши сограждане уже забыли за эти 1000 дней, почему началась эта война. Наша обязанность – это постоянно напоминать. Наша обязанность – гуманитарно помогать украинцам, которые сейчас несут совершенно кошмарные, невозможные потери. В Екатеринбурге крупный пожар вспыхнул в клинической больнице номер 3. Черный дым окутал район и соседние улицы. Местное издание Е1 сообщило о 2 пострадавших. Одного из них спасли с крыши без сознания. Самостоятельно из горящего здания смогли выбраться 350 человек. Огонь начался на крыше здания и распространился на площадь в 300 квадратных метров. Около 2 часов дня по местному времени пожар потушили. Житель Забайкалья открыл стрельбу в кафе поселка Курор-Дарасун, ранив 2 женщин и 1 мужчину. Нападавшим оказался 25-летний житель из села Бальзино. В кафе у него завязалась ссора с другими посетителями. Мужчина покинул заведение, но вскоре вернулся уже вооруженный. Ранее стрелок был неоднократно судим. Сейчас он задержан и находится в СИЗО. Переместимся в Московскую область. В Электростале водитель такси сбил группу людей возле склада Wildberries. Инцидент случился у контрольно-пропускного пункта, где стояли сотрудники склада. Как минимум 3 получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали. К другим происшествиям. На бывшего футболиста сборной России Вадима Евсеева напали с ножом. Нападение произошло накануне вечером в Астрахани после матча между Волгарем и Ленинградцем, который тренирует Евсеев. Близкий к силовикам телеграм-канал «База» приводит подробности инцидента. Нападавшие подошли к Евсееву и его коллегам с просьбой закурить. Затем в лицо Евсееву брызнули из газового баллончика. Когда сотрудники клуба попытались задержать нападавших, те применили нож. Ассистент тренера Александр Шмарко получил касательный удар ножом по лицу. Пострадал также замгендиректора клуба. Всем пострадавшим оказали медпомощь. Их жизням ничего не угрожает. Преступников задержали и передали полиции. Масштабные аварийные отключения парализовали Новосибирск. 370 домов остались без отопления и горячей воды. Это данные муниципального портала. В 44 случаях отключения вызваны аварийными ситуациями. Электричество не подается в 646 зданий. Также в 91 здании перебои с холодной водой и канализацией. К новостям экономики. В России резко подорожают мандарины. Уже в декабре их стоимость взлетит как минимум в 1,5 раза. Причина – перебои с поставками. В этом году многие экспортеры предпочитают отправлять мандарины в Европу. Сейчас иранские мандарины продаются в магазинах за 170 рублей, а марокканские за 250. Но это ненадолго. В декабре цены поднимутся еще как минимум на 50 рублей за килограмм. Продажи алкоголя в России за первые 10 месяцев 2024 года достигли рекордных 184 миллионов декалитров, что является максимальным показателем за последние 7 лет. Особенно выросли продажи водки и вин. В Абхазии попытались захватить телевидение. Во всяком случае, так утверждает информцентр главы республики. Якобы после полуночи к зданию подъехали около 15 машин с людьми, предположительно связанными с оппозицией. Охрана сделала предупредительные выстрелы. Ну а в Грузии продолжаются протесты против фальсификаций на парламентских выборах. Участники акции провели ночь у Тбилисского госуниверситета. Молодые люди пели песни, грелись у костров, отдыхали в палатках и на надувных матрасах. Полиция не вмешивалась. Что ж, друзья, это все новости, о которых я хотел рассказать. С вами был Тенгиз Адамия. Смотрите и другие видео на нашем канале. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всего доброго. Пока-пока.